Здравствуйте. Сегодня первое видео про Владимира Путина, и, наверное, логично было бы начать с его биографии. Однако, честно говоря, детально описывать какие-то ранние эпизоды его жизни я не вижу ни смысла, ни какого-то особого интереса, потому что там, честно говоря, все было довольно скучно и прозаично, поэтому я коснусь только тезисно. Путин родился в Ленинграде. В детстве он занимался дзюдо. Он отучился на юрфаке Ленинградского университета и был направлен работать в КГБ. Через 10 лет он убыл в командировку в ГДР, это Восточная Германия на тот момент. И в 90-м году он снова вернулся в Ленинград, где недолго продолжил работу в КГБ. В целом, из реально интересного за этот период его жизни было только то, что его ближайшие друзья, дзюдоисты Аркадий и Борис Ротенберги, впоследствии стали одними из богатейших людей в России за счет воровства на государственных контрактах. Эти контракты по старой дружбе на них распределял и продолжает распределять Путин. Разворованные деньги принадлежат российским налогоплательщикам. Невероятно богатыми людьми стали многие, кто в ранние годы были так или иначе тесно связаны с Путиным. Он в целом, как главарь преступной группировки, привык доверять только своим близким, доказавшим свою безграничную преданность. И за это он их щедро вознаграждает. Вообще, запредельная коррупция Путина и его приближенных – это отдельная тема, которой помимо других максимально плотно занимается фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они придали огласке огромное количество материалов на Путина и его окружение. И, собственно, за это, а также за политические амбиции самого Алексея Навального, который смог стать действительно лицом российской оппозиции, Путин предпринял неудачную попытку его ликвидировать ядом «Новичок». Кстати, фильм об этом недавно получил Оскара. После провала этой попытки Путин просто закрыл Навального в тюрьме по нелепым сфабрикованным обвинениям. Я сразу хочу оговориться, что ни в одном из своих следующих видео я не буду затрагивать тему коррупции Путина. Давайте будем объективными. В контексте того, что уже больше года Путин творит в Украине, это все отошло на совершенно какой-то второстепенный план. Да и, собственно говоря, не в этом моя миссия. Но сегодня я все же сделаю единственное исключение и расскажу об одном случае из начала 90-х. Это просто очень красноречиво описывает натуру Путина и сразу дает представление о том, с каким пациентом мир имеет дело. Итак, перенесемся в 1991 год. В июне 1991-го до официального распада СССР оставались месяцы. В те времена Ленинград переживал продовольственный кризис. Мэр Ленинграда Анатолий Собчак, отец всем известный Ксении Собчак, создал в мэрии комитет по внешним связям и назначил Путина его руководителем. На этой должности Путин стал участником первого громкого коррупционного скандала. Путин отвечал за выдачу лицензий компаниям-экспортерам, которые должны были спасать Ленинград от голода путем бартера сырьевых ресурсов, таких как лес, нефтепродукты, металлы за рубежом, на продукты питания. В двух словах, Путин раздал лицензии фирмам-однодневкам в обход установленных процедур. Сырье было вывезено по кратно заниженным ценам, деньги цинично разворованы, а провиант в голодающий Ленинград недопоставлен. Расследование было проведено по горячим следам и отнюдь не Навальным, как можно понять, исходя из даты. Занималась этим депутат Ленсовета Марина Салье, будучи во главе комиссии по расследованию. Она собрала подробную доказательную базу с документами, подписанными лично Путиным. Отчет комиссии был передан в прокуратуру и администрацию президента, но дело замяли. Однако даже сам Путин в своей книге «От первого лица» подтверждает эти факты, объясняя их недобросовестностью фирм-экспортеров сырья. В итоге, опасаясь за свою жизнь, Марина Салье уехала в глухую деревню, где провела остаток своих дней. Однако на ее странице в Facebook по сей день каждый из вас, как и я, может почитать те самые документы, опубликованные после ее смерти. Эпизод, о котором я только что рассказал, кажется, яйца выеденного не стоит в сравнении с масштабом преступлений, которые Путин совершил к сегодняшнему дню. Это дело видится каким-то маленьким безобидным жульничеством, что ли. Однако это очень хорошо показывает, что за человек по своей сущности Владимир Путин. Это циничный, вороватый лжец,
который с легкостью переступит через жизни людей своего собственного города. Ну и что уж говорить о населении других городов России, а уж тем более о жителях соседних государств, таких как Украина, Грузия, Казахстан и прочие. Для этого человека нет абсолютно никаких преград на пути к достижению его личных целей. В этом вы гарантированно убедитесь после просмотра следующих видео. Ну а сегодняшний короткий вступительный ролик подошел к концу. Всем добра, до свидания.